Война – это сложный процесс, на котором мы постоянно ищем виноватых. Все зависит от того, на какой мы стороне. 2 месяца назад погиб наш друг, наш брат Максим. И вот этот шеврон мы посвятили ему. Такой шеврон можно купить на нашем сайте переполох.шоп и поддержать его семью. У него осталось 3 детей. Это парень, который вместе с нами помогал раненым, спасал гражданское население, возил воду, продукты и то, в общем, чем мы постоянно занимаемся. Короче, парня не стало, но сегодня мы поговорим про защиту волонтеров на войне. И в этом нам поможет сегодня демократическое средство, сами знаете, из какой страны, М18А1 Клеймор. Вот такая нам досталась, целехонькая. Warning, explosive is poisonous. Что такое poisonous? Ядовитая. Ничего себе. If eaten, do not burn, produces toxic gases. Называется, что взрывчатое вещество ядовитое, если его сожрать. Короче, если вам покажется, что это пломбир, кушать его не надо. Мина Клеймор представляет собой мину направленного действия. Мы сравниваем ее с МОН-50 обычно, и на наш взгляд МОН-50 круче по некоторым параметрам, но это технические характеристики, которые сравнивать можно бесконечно, но вот мы-то привыкли все проверять вживую, и давайте немного поговорим про мину Клеймор и что она собой представляет. Дружище, походу, время прибраться у нас в офисе. Бардак страшный. Друзья, слыхали последние новости? Искусственный интеллект и нейросети уже используют для создания бытовой техники. И особенно отрадно, что это не где-то там у них, а у нас, в России. К 8 марта поступает в продажу домашнее устройство от бренда Red, как раз с использованием искусственного интеллекта и нейронки. Рубрика «Распаковочка». Неплохо. Пример инновационный Red – вертикальный пылесос с огромной эффективной мощностью. Откуда у их пылесоса такая мощность, спросите вы? Рассказываю по пунктам. Вертикальный пылесос-пулемет от Red создан с применением искусственного интеллекта и нейросетей. 0% утечки силы всасывания в конструкции. Потери воздуха в воздухотракте почти отсутствуют. Отсюда реальная сила всасывания сумасшедшая. Эффективная мощность намного выше, чем у конкурентов. Глядите, как умеет. У него здесь стоит регулировка, смотрите, и вы можете 3 режима выбрать. Первый, смотрите. Вот, обычный, средний и мощный. Мы что, взлетаем? Впечатляет, да? Пылесос Red именно эффективно мощный. Ведь у него высочайшая реальная сила всасывания, а не номинальная какая-нибудь там мощность мотора, как многие пишут на коробке. Пылесос Red убирается на треть качественнее дорогого Dyson, например, именно за счет реальной силы всасывания, а стоит при этом в 3 раза дешевле британца. 25 тысяч рублей. Почти смешно для такой навороченной штуковины. Проведем небольшой эксперимент. Второй пример – инновационный Red мультиварка iPhone, тоже спроектирована с применением искусственного интеллекта и нейронки. Более 1000 вкуснейших рецептов, друзья, уже в приложении вместе с мультиваркой. Пальчики оближешь. Предельно понятный, яркий и большой сенсорный экран, как в iPhone. Четкий цветовой индикатор, который можно было бы назвать светофором. Красный — это мультиварка греется, оранжевый — блюдо готовится, и зеленый — прошу к столу, господа. Разберется даже ваша бабушка. Мультиваркой айфоном просто и приятно пользоваться, как айфоном, собственно. А по вкусу блюда из такой мультиварки, как из кухни шеф-повара.
Причем некоторые говорят, что не хуже мишленовского ресторана, только оцифрованного в код инновационной мультиварки. Ну и еще одно техно-чудо от компании Red. Гриль с высочайшей скоростью нагрева до рабочей температуры 3-4 минуты. И тоже, конечно, с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект лучше живого повара знает, как правильно приготовить сочный стейк. Жарит по-настоящему за счет интеллектуальной системы определения толщины стейка. А еще есть функции духовки и открытой жарки шашлыка. В описании для вас я оставил ссылку на сайт Red со всеми их фантастическими устройствами для дома. Там же промокод на скидку к 8 марта. 500 рублей на их мультиварку iPhone и на гриль. И целых 2000 на вертикальный пылесос с огромной эффективной мощностью. Как говорят сами ребята, почувствуй инновации, переходи на Red. Распаковка. М18А1 выглядит очень компактно вот в таком вот кожухе или там, не знаю, сумка. Что характерно и что выгодно ее отличает, например, от нашей МОН-50, сколько бы мы ни испытывали, нам все время приходилось отдельно искать машинку для подрыва, отдельно нужно было искать мув или там ЗТПшку ставить или еще что-то. Короче, здесь все как в нашем любимом дошираке. Достал специи, все посыпал и заварил. В левом отсеке этой сумки находится сама мина. То есть она сложена, компактна. Мы ее видим. Тут вот читаем надписи, что ее не нужно употреблять в пищу. Раздвигаем ножки и можем устанавливать как угодно. Они тоже вертятся. То есть под любым предлогом мы будем нести демократию. Короче, ее можно поставить вот так. Ее можно зарыть, ее можно просто воткнуть и так далее. Это достаточно удобно, естественно. Смотрим, что во втором отсеке. Во втором отсеке у нас шнур, непосредственно по которому передается электрический ток для того, чтобы сдетонировать ее. Но самое важное, помимо того, что здесь есть взрыватель, вот этой вот штуки, наверное, метров 100 как минимум должно быть, и Firing Device Electrical M57. Это машинка подрыва. То есть мы откручиваем пластиковые вот эти вот чопиксы, вставляем туда непосредственно детонатор, и машинкой подрыва с расстояния ее можем сдетонировать. И самое важное, даже если вы не инженер, даже если вы никогда не пользовались минами, здесь есть инструкция, в которой написано все пошагово, что нужно сделать, как прицелиться, как разместить в сторону противника, сколько должно быть расстояние от тебя и до мины. И, короче, все параметры здесь досконально описаны. Вот это универсальное оружие, которым может пользоваться любой пехотинец, любой разведчик, да кто угодно по большому счету. Инструкцию прочитать несложно, если ты знаешь английский, конечно. Первый пункт, сектор, который тебе нужно поразить, тебе нужно спрятаться либо за камнем, либо в окоп. Минимальное расстояние, я так понимаю, это 50 метров от непосредственной близости к мине. Нет, фит это не метры. А что это? Фит это, господи, как у них, какой у них там, блядь, единица измерения? Футы. Да, футов, 50 футов. Вторым пунктом идет прицеливание, то есть ты ее ставишь, вот это приспособление каким-то образом должно помочь тебе прицелиться. Дальше, how to arm mine, то есть как ее снарядить, здесь все показано. Ставим в одно из гнезд детонатор, растягиваем шнурок, подключаем к машинке. С безопасной дистанции мы нажимаем спуск, то есть нажимаем на непосредственно машинку, вот на эту, вот так вот. Отгибаем вот это, полагаю. Здесь выступает вот такая скоба, мы ее нажимаем, отодвигаем назад и бам, разряд. Бам, бам, бам. Сегодня у нас есть замечательный, наверное, самый дорогой баллистический манекен, который когда-либо был в нашей программе. Их делает компания Ballistic Body Dream, и это первый манекен, тестовый, можно сказать, который они сделали с анатомическими особенностями. Ну, у него они почти что человеческие. Здесь есть ребра, печень, здесь есть ключица, здесь есть кишечник имитированный. Голова, соответственно, ну, то есть все органы вы видите перед собой у этого манекена. И у него даже немножко накачанная спина. И, естественно, используются гипсовые конструкции, которые внутри имитируют человеческие кости.
ребра в том числе. Суть сегодняшнего эксперимента такова. Если волонтер находится на линии фронта и каким-то образом попадает под обстрел боеприпасами, будь то кассетные, будь то минометный обстрел, артиллерийский обстрел или сброс какой-то, а возможно мина Клеймор там может стоять, то есть ее можно, там, не знаю, задеть растяжку, просто выйти в сектор обстрела и тебя примут за военную цель и так далее. Спасет ли противоосколочный вот такой костюм? Здесь ведь нету пластины основной, но именно такие носят наши волонтеры. И аналог американского шлема, но, в общем, вполне себе китайский. Способен ли он удержать осколки на расстоянии примерно в 35 метров, то есть посредине дистанции? И способен ли противоосколочный бронежилет удержать пули, практически мины Клеймор? В одном из наших выпусков про МОН-50 мы показывали абсурдность ситуации, показанной в фильме «Никто». Там он берет на полицейский щит, приделывает Клеймор, а у нас был на тот момент только МОН-50, мы только мечтали о Клейморе, это и сейчас можем позволить себе все, что угодно. Он разбегается, и, значит, расчет на то, что это ж направленного действия мина, поэтому можно вот так закрыться за щитом, тебя чуть-чуть отнесет, все вокруг будут мертвы, а ты будешь жив. Мы могли это проверить только на МОН-50, но мы хотим проверить это сегодня и на мини Клеймор. То есть способен ли человек или там препятствие какое-то, которое находится за ним, спасти вашу жизнь, если у вас условно там вас прижали к стенке там, и вы пытаетесь таким образом решить свою насущную жизненно важную проблему. Мы поставим сзади ящик и посмотрим, что будет с ящиком. То есть какое будет назад взрывное воздействие, такое, что повредит ящик или нет. Второе. Мы проверим, способен ли противоосколочный костюм и шлем удержать и спасти жизнь нашему манекену. И третье. Мы хотим посмотреть на разлет осколков. То есть мы на разном расстоянии поставили разные гипсокартоновые конструкции. Я не первый русский, который держит в руках Клеймор. Под Москвой проводились испытания этой мины, и стало известно, что на 50 метрах вряд ли вас убьет, но разлет там высоту практически на 4. История этой мины берет начало из войны в Корее, когда уже в войну вступил Китай и щемил массированными атаками американцев, канадцев и британцев. Канада первой решила взяться за решение данного вопроса и разработала мину «Феникс», которая использовала эффект Мизна-Шардина с остальными шариками, и про это мы уже говорили в одном ролике про МОН-200, можете посмотреть. 3, 2, 1. Хоть мина это была и первой в своем роде, судьба у нее была незавидная, как у любого сырого прототипа. Она была тяжелой и совсем короткая у нее была дистанция поражения. В то же время, в 1952 году, американец Норман Маклеод в своей компании начал работать над небольшой противопехотной миной направленного действия. Маклеод разработал оружие под названием Т-48. В целом, кстати, очень похоже на окончательный вариант М18А1. В нем отсутствовал только ряд конструктивных деталей, которые делали М18А1 эффективными. При этом разработчиком мины считается компания Picatinny Arsenal. Да-да, те самые ребята, которые делают вот такие вот вещи. До сих пор неизвестно, Picatinny позаимствовали концепцию у канадского оружия, или же попросили Нормана Маклеода разработать ее, или же разработал дизайн все-таки самостоятельно этот Маклеод Норман. Короче, в разработке почти любого западного оружия черт ногу сломит, кто что производил. Даже были суды по этому поводу за патентное право, которое, впрочем, ничем не закончилось. Во всяком случае, благодаря компании Picatinny армия Соединенных Штатов приняла это оружие на вооружение под названием М18 Клеймор. И было произведено около 10 тысяч штук вот таких вот мин. Мина использовалась в небольших количествах во Вьетнаме примерно с 1961 года. И только после того, как был разработан усовершенствованный М18А1 Клеймор, стало широко использоваться это оружие во всех локальных конфликтах армии США. М18 модернизировали. Занялась этим компания Aerojet, изменили немного форму и кривизну мины. Предложили использовать мягкие стальные шарики Гингл толщиной 3,2 мм, которые использовались в литейном процессе. Они не трескались от удара взрыва, но деформировались в полезную аэродинамическую форму, похожую на пулю калибра 22. Также добавили пластиковую матрицу для кратковременного удержания взрыва, чтобы большая часть энергии взрыва превращалась в скорость полета снаряда. И в конце концов разработали корпус, способный удерживать коррозийную взрывчатку С3. Это такой предшественник
всем известного C4, и прочный настолько, чтобы выдерживать месяцы использования на поле при широком диапазоне температур. Материалом стал пластик под названием Durex 1661-1/2. Насколько это относится к одному известному бренду, не знаю, но я думаю, что эту штуку не надо обтягивать дюрексом, безопасности это не поспособствует. После завершения разработки команда Aerojet отправила проект обратно в Пикатини. Арсенал разослал ее различным поставщикам компонентов, и в 1960 году он был стандартизован под названием М18А1. Впервые он был использован во Вьетнаме в 1966 году. Клеймор, кстати, это шотландский меч, и ему такое название дал Норман Маклеод. С момента принятия на вооружение М18А1 воевал везде, где были США или ее союзники. У него куча аналогов в разных странах, в том числе наша МОН-50. А на момент 1993 года одна такая мина стоила $120. Мина это противопехотная, осколочная, направленного поражения, управляемая. Предназначена для выведения из строя личного состава противника и легкой техники. Поражение человека наносится, как вы уже поняли, за счет ранения тела готовыми поражающими осколками, похожие на гингл, то есть на пулю. Шариков у нас тут 700 штук диаметром 5,4 мм, весом 0,68 грамм. Сама по себе мина это прямоугольная, изогнутая внутрь коробка из пластика, армированного стекловолокном массой 1,6 кг. Внутри которого взрывчатка Composition C4, 91% гексогена и пластификатора массой 680 грамм. На передней стенке внутри мины уложена пластина, в которой те самые готовые поражающие элементы влиты. Снизу корпуса две стальные ножки, вот такие. Сверху прицельные приспособления и гнезда для детонаторов М4 или М6. В полевом уставе FM2032 указано, что радиус зоны поражения составляет 50 метров, а высота зоны поражения до 2 метров. Однако проведенные испытания на полигоне под Москвой в 1966 году показали, что фактический радиус поражения немного меньше 50 метров, а высота зоны поражения достигает 4 и более метров. Кроме того, вероятность поражения на расстоянии 50 метров не превышает 0,007%. Мина Клеймор готова к подрыву. На разном расстоянии мы поставили мишени в виде гипсокартона. Первый у нас в 15 метрах, на 30 метрах у нас стоит баллистический манекен. Дальше посерединке у нас стоит еще один блок, и два стоят на 50. Мы ее чуть подняли, чтобы ни бугор, ни земля, ничто не смущало взора наших летящих будущих пуль, потому что, как мы сказали, там же шарики, они деформируются. Там мы поставили, словом, камеру. Сзади мы поставили еще один блок, который покажет нам, что условно в 10 метрах стоит ли находиться от подрыва. И можно ли, как в фильме «Никто», вот так, разбегаясь со щитом, чувствовать себя безопасно. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну до 10 метров. Смотрите, как хитро сделали американцы. У них, видите, здесь такие прорези, вот в этих вот чопиксах. Кто-нибудь напишет: да-да, это чопиксы, что за дилетант. Они вкручиваются, и смотрите, что мы делаем. Мы вставляем сначала детонатор в такой пластиковый футлярчик, и дальше мы его уже вкручиваем сюда, и у нас все получается. Да, именно так. Все, мы закрутили, чуть-чуть можно дальше его продвинуть. Дальше мы разматываем. Полагаю, что здесь, наверное, метров 100. Разматываем до безопасного укрытия. Укрытие у нас сегодня за покрышками и насыпью. Подожди, стой. Стоп! Да. Так, вставляем. Я так полагаю, вот так. Так, ну и все. На той стороне мы прикрепляем машинку подрыва. Нажатие и бадабум. Машинку подрыва, вставляем в розеточку. Оп. Все готово. Убираем предохранительную скобу вниз. И
Работаем, как говорится. Все спрятались. 3, 2, 1. Штатно. Йоу! Итак, первая часть эксперимента. Мы узнаем, сзади можно находиться, если подрываешь клеймор, впереди или нет. Так. Ага. Но смотрите, вот я вижу один осколок. Один осколок улетел назад. 2. Нет, это от этого, от шурупа. Вот, один осколок пролетел. Да, вот он. Сзади посмотри. Если бы вы стояли сзади этой мины, например, внизу, было бы все хорошо. Но если бы вы встали, один осколок был бы вашим. Идем посмотрим, что случилось на месте детонации. Вблизи точно находиться не нужно, потому что посмотрите, что случилось с этим ящиком. Я его так тащил, так старался, а ящик-то погиб. Все, ящика нет. Как и, собственно, поддон вот этот вот, он тоже раскололся, от него ничего не осталось. Осталось ли что-нибудь вообще от мины? Хоть какая-то часть. Так, здесь ничего нет. Найн, Штефан, найн! Итак, напоминаю, что наши мишени стоят в разных частях. Это 15 метров. Кстати, я уже отсюда вижу очень хороший результат. 15 метров, 30 метров стоит манекен, дальше до 50. Смотрим. Ну, что о моих ощущениях? Мне все очень понравилось. Честно скажу, учитывая, что это все в комплекте, это быстро разбирается, быстро ставится и быстро срабатывает. И, слава богу, срабатывает штатно. То есть там, наверное, 50 метров все-таки, а не 100 в этом шнуре. Это единственная проблема, то есть вам нужно будет обязательно найти какое-то укрытие. И желательно находиться где-то сзади и сбоку, потому что назад вот осколочек прилетел, мог бы быть смертельным. Итак, смотрим. У нее, по идее, широта распространения осколков это ширина 65 градусов. И мы видим, что разработчики Пикатини нас не обманули. Офигеть! Офигеть, ребята. Смотрите, цилиндрические попадания реально как будто в пули превратились. То есть у нас такой заградотряд получился. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 поражающих элементов попали только вот в один такой гипсокартоновый лист. А выше, кстати, смотрите, то есть если за картонкой вы решили спрятаться, вам точно этого делать не стоит. Идем дальше. По деревяшке здесь тоже были попадания, они сквозные. Я удивлен, честно говоря. Я думал, что хоть как-то поможет это спастись. В этой пластине тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13 попаданий в этой пластине. Смотрите, что я хочу подметить. Почему всегда важно, когда там условно есть вероятность того, что будет подрыв или еще что-то лежать, потому что в нижней части, видите, нет попаданий. Прежде чем нажать на машинку подрыва, я, естественно, прицелился. И прицеливался я между манекеном и той дальней мишенью на 50 метров левее. И мы видим, что правый бок очень хорошо обработан этими осколками. Давайте посмотрим, что случилось с нашим манекеном. Так. Попадание в шлем. Вот. Так, вот смотрите. Китайский шлем обычный. Дайте ножик, есть ножик. Что может китайский шлем на площадке КП? Очки, кстати, противоосколочные. Рекламировать не будем, самый дешевый не наесть.
Так, голова уцелела полностью. И шлем спас. Видите, осколок-то все-таки один прошел мимо. Вот он. Вот он. Задел, но это было касательно, и черепушка не повреждена. Это хорошо. Вот здесь кто-то просмолил, это явно был волонтер, который все еще жив, дырку, но и больше, честно говоря, я никаких поражающих элементов здесь не вижу. Неужели человек, идущий в полный рост, будучи волонтером, Присядка, я бы сказал. видимо, ну что присядка, он почти моего роста. То есть, если вы идете вот так вот на мину, клеймор, вот так вот просто, и пули такие эти, ху, подожди, ты что, волонтер типа? Не, таких парней, как ты, мы не трогаем. Ну, слушайте, давайте разденем уже окончательно его, посмотрим, все-таки не зря же мы его сделали анатомически похожим на человека. Короче, наш манекен от Ballistic Body Dream в полном порядке. Вот везение, скажете? Или что это было? У меня, кстати, закрадывается один маленький вопрос. А что-то в тех пластинах я вообще ни хрена не вижу. Это очень странно. Давайте-ка посмотрим-ка. Так, вижу одно попадание. Вот тут это не то. Короче, прямо напротив мины Клеймор находится вот такое вот перпендикулярно укрытие в виде ГВЛ. И в нем только одно попадание. Серьезно? Не маловато для мины Клеймор, которая заград осколка-то должен был сделать? Да. 50 метров. 50 метров. И, господа, напишите в комментариях что-нибудь про натовское оружие. У меня нет слов. Ладно. Хорошо, давайте двинемся вон к тому. Может быть, там больше попаданий. 50 метров. Вижу одно попадание. Одно попадание. Могу сказать следующее. МОН-50 выглядит значительно лучше, преимущественно перед Клеймором. Я стою в 50 метрах отсюда и смотрю прямо перпендикулярно на место детонации. И здесь только одна дырка, еще одна дырка в другом гипсокартоне. Вот здесь нет ни одной дырки. Или одна? Одна. Здесь тоже одна дырка, вот она. Зияет как-то так неуверенно. Полностью живой человек в 30 метрах от подрыва. И неплохо испещренная осколками правая часть. Пока что выглядит так себе. Итак, что я хочу сказать. Проблема мины Клеймор заключается в том, что у нее слишком высокий вертикальный подъем осколков при детонации. Если вы заметите, то большая часть осколков в этой части именно вверху. И в этом, и вот в этом гипсокартоновом листе. Но дает ли нам право считать, что мы что-то неправильно сделали? Я думаю, что нет, потому что в двух последних на 50 метров два осколка, то есть в каждом из них, внизу. Так что... Что, господа, сделайте выводы сами, похоже, парню придется пострадать в другом эксперименте. Добро пожаловать в команду КП, дружище. Раз уж ты вынес это испытание, что вообще может страшить парня, который идет на противопехотную управляемую мину Клеймор и чувствует себя абсолютно хорошо? Но знаете, иногда так бывает, что то ли Божье провидение, то ли рука ангела ведет. Когда ты волонтер, иногда осколки тебя не касается. Так бывает, конечно, не всегда, но тем не менее. На левом плече у меня есть вот такой патч. Тут написано: я знаю, что вы мне не рады, поэтому я здесь. Наверное, такой лозунг подошел бы этому парню. Эй, парень, как ты? Вы мне здесь не рады, но сегодня я, возможно, выживу. Короче, это, возможно, самый живучий на нашей площадке манекен. И напишите свою идею, как бы вы его уничтожили. Может быть, крупнокалиберным пулеметом Владимира или с утесика бахнуть. А может быть, вы хотите увидеть, как его разнесет с ПТРД.
Или 30-очку притащить сюда, какой-нибудь 2.72 или 2.42. Короче, пишите об этом в комментариях. Или, может быть, вы захотите, чтобы мы без взрывателя, там, не знаю, мины какой-нибудь 82 из РПГ по нему выстрелили. Это тоже будет достаточно весело. Лучший комментарий получит этот патч. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее.